Привет! Кратко расскажу свою личную историю о том, как я покупал автомобиль в Польше. Я ее гнал из Литвы, как бы это ни странно звучало, хотя, может, для кого-то и не странно. Многие как раз спрашивали у меня в личку, просто знакомые в Польше, и кто-то в комментах спрашивал, и там приходили в наши телеграммы, а почему из Литвы в Польшу, почему не выбирали машину здесь? Или не там с какой-нибудь там уже дальней Европы, Скандинавии, как обычно люди делают, или там из Нидерландов. Сейчас расскажу свой опыт, почему, что, как, и поделюсь, как я нашел самую крутую страховку по самой крутой цене на автомобили в Польше, как оплачивал акцизу, сколько это стоило. В общем, сейчас все подробненько тут вот сейчас, вот все сейчас. Автолюбители, пожалуйста, не бросайтесь в меня тухлыми монтировками, если я тут что-то не то сказал, потому что, повторюсь, что я не тот чувак, который с гаражей, который за тачки шарит, я там все там не битое, не крашеное. Знаете, такие чуваки, которые подходят к машине, так вижу, знаю пробег, чувствую пробег. Не, я не такой. Переехав сюда в апреле 2024 года, у нас не было автомобиля, так последние 4 года мы жили на Бали, но по вынужденным всяким обстоятельствам нам пришлось сюда вернуться. Мы до этого жили в Польше, мы любим Польшу и с радостью вернулись сюда. Со всеми вопросиками разрулились и пришло время ехать приобретать себе автомобиль, но я заранее уже знал, что я буду покупать его в Литве. Почему? Почему именно в Литве? Потому что стереотипно же ведь существует такой стереотип, что в Литве там эти битые, крашеные собирают как конструктор 6 побитых машин одну, там шпаклюют, вот эти все там, короче, из говна и палок все эти машинки там собирают. И это правда, это было очень... Там раньше в Беларусь к нам гоняли эти битые, не крашеные тачки, собранные из 6, да, все правильно, или каких-нибудь утопленников там привозят, реанимируют, и еще что-то, такая вот история. Вот, но у меня в Литве очень близкие родственники, прям ближайшие, и они там всю жизнь живут, и они были всегда связаны с автомобильным бизнесом. И поэтому я знаю стоянки в Литве, где работают порядочные люди, где все по-честному, люди привозят машины, ничего не откручивают, ничего не обманывают. И я знаю эти автохаусы не понаслышке, потому что, повторюсь, через родственников, мы еще когда жили в Беларуси, наша семья лично, там оттуда 3 автомобиля было у нашей семьи. У меня была моя первая машина, Passat, Volkswagen. Вот в 2013 году, вот это тоже с этой стоянки. А потом сам я из маленького городка, из Беларуси, и у нас там просто, так как через знакомых полгорода ездила на машинах с этой стоянки. То есть я доверяю этим людям, полное абсолютное доверие, и это хорошие партнеры, друзья моих родственников. То есть, такая история. В общем, я знал, что я поеду выберу. Это первая причина. Вторая причина, естественно, цена. Я посмотрел машины, которые я хочу себе в Польше, сравнил с ценами там, что-то было плюс-минус, но я нашел себе крутой вариант. И остановился на Volkswagen Tiguan Allspace 7-местный. Он удлиненный кузов и большой багажник. То есть там как бы эти места задние, эти дополнительно, они кастрированные, конечно. Там взрослые люди большие, они там не прокатятся долго, но тем не менее они есть. И они компактно собираются, не вынимая из сидений. Они собираются в такой большой багажник. В общем, для меня, для нашей семьи с 2 детьми прям бомба, пушка, петарда. Ценник устроил, я позвонил друзьям, поехал, забрал, все круто, сравнивал цены на этот автомобиль с ценами вот на такого же класса, такого же года, с таким же пробегом в Польше. Было очень выгодно, я поехал. Не разобравшись, насколько поехал забирать машину, и узнаю, что когда ты привозишь в Польшу даже из Евросоюза автомобиль, тебе нужно платить акцизу, налог, акциз он называется. Вот, и он составляет, по-моему, 3%. Мне еще нужно было заплатить налог, но даже с этим, даже с платными переводами, там были, получается, литовская купча и немецкие документы на автомобиль. Это все нужно было перевести, там 1000 злотых ушло только на переводы, но все равно, включая эти траты и траты на налог, все равно я выиграл примерно по рынку, все равно где-то мне стало дешевле на 2000 евро.
Конечно, я не посоветую так делать подряд, просто ехать на какой-то автохаус, и если ты не знаешь и не доверяешь и брать, то, конечно, потом эта тебе экономия выйдет боком. Я думаю, вы понимаете, особенно если автолюбители смотрят, то да, я вообще такой человек, я не автолюбитель, я тот человек, который любит купить машину, хорошую, комфортную, нормальную, среднюю тачку, которая не там вау-вау, фим-фау, чтобы не переплачивать, я не понимаю, зачем эти понты, тачки, это средство передвижения, но должно быть комфортное, то есть уже прям совсем там супер, там дрепак покупать тоже смысла нет и потом с ним возиться. Короче, золотая середина. Вот, я люблю купить и долго ездить, и меньше вот этих обслуживаний, все, масло, там, шины, расходники, там, колодочки, все, и чтобы там вовремя смотреть, тошить, и все. Вот у меня такой, я вот не люблю вот это, знаете, там, вот эти все тюны, шмюны, потом сидеть на гаражах с чуваками, разбираться, вот как люди есть любят, они там, знаешь, разбирают, собирают эти машины. Ну окей, круто, класс, я вот восхищаюсь, я не такой. У меня в этом плане, руки растут из жопы. Но в то же время я могу про это снять документальный фильм, такой, как «Не сними чувак», который собирает и делает. То есть каждый занимается своим делом. Вот. Отвлекся. Короче, возвращаемся к теме. Поехал. Выезжал я в Литву на автобусе из Польши ночным рейсом. Приехал в Таураге. Этот автосалон находится в Таураге. И моя машина меня уже ждала. Я выбрал ее в июле, ездил в августе. Она стояла уже забуканная, ждала. Я как бы оплатил ее и все. Вот наша новая торпеда. Красавчик наш Тигуанчик Allspace. Семиместный. Получается вот классический Тигуан, но тут еще есть дополнительный ряд сидений. Вот за счет этого ряда на 20 сантиметров длиннее кузов, и вот можно достать 2 места. Но если сложить, то получается больше багажник, чтобы ездить на кемпинг, на который я уже закупился и приготовился. Па-бам! Все, наша автобусно-троллейбусная метрошная история, в Варшаве подошла к концу, господи. Ну, ничего страшного, можно покататься и на метро, и на автобусах, и это хороший опыт. Но теперь будет более приятный опыт. О май гад! Боже мой! Первые ощущения, первые эмоции. Спустя 4 месяца я за рулем. Боже, как же это прекрасно. Вообще просто невероятное ощущение. Правостороннее движение, непривычно, но... Классно съездил в Литву, навестил родственников, посмотрел на литовский возле Клайпеды самый большой вейк-парк в мире. Не катался, что-то не успели, но посмотрел, как это выглядит круто. Погуляли по Клайпеде с братом, потусовались, было офигенно. Приехал, забрал, вернулся, и все, какая процедура. То есть ты сначала приезжаешь, идешь, оплачиваешь акцизу. Это можно поехать в Ужонт, там специальный, и сделать там, но лучше сделать это онлайн, сайт тоже оставлю в описании, чтобы было просто это сделать. Онлайн можно все оплатить. После этого идешь с этими оплаченным таксом, с этими купчами, с переводами, делаешь переводы, и со всеми документами идешь в Ужонт и регистрируешь автомобили. Классная новость, что с сентября вот этого года, 2024, во всех Ужондах, во всех районах можно зарегистрировать автомобиль иностранцам. До этого можно было только в одном Ужонде это делать, там были какие-то очереди, драки, и в итоге кто-то пожаловался, то что там были ужасные, там продавали места, вот эта вся тема, я думаю, иностранцы знают. Нужно было пройти еще до этого, конечно же, техосмотр. До этого там тоже нужно еще пройти техосмотр, ты его едешь, проходишь, все это очень просто, если машина в хорошем состоянии, все окей. Ты это сделал, потом нужно купить страховку в этот же день, потому что каждый день, там один день без страховки сразу карается тут законами, в общем, нужно сразу страховку. Я поискал в чатах, там, белорусы в Варшаве, мне подсказали, ребята, офигенный агрегатор. Просто много насоветовали, и я еще походил по физическим точкам, поспрашивал, и оказалось, что вот этот агрегатор, который посоветовали мне,
он дал мне цену, а я хотел еще каску АЦ сделать, ОЦ и АЦ, потому что, ну, приехали на Бали, там одно дорожное движение, там так еще контактная история, ты можешь постоянно там бамперы трогать, там касаться, чуть-чуть помять, никто за это не парится, вот, хотя, ну, мы этого не делали, но с тобой могут это сделать, вот и все. А здесь мы решили, типа, ну, будем учиться, жена будет учиться водить тоже здесь заново, потому что, повторюсь, отличается от балийских дорог. Вот. Кстати, если интересно, как это происходило на Бали, у нас целый канал про жизнь на Бали, там супер крутанские яркие видосы, влоги, информация, как переехать, вот вся эта тема. Там мы часто снимаем, как вот ездим за рулем, и я, и жена. Вот. И, в общем, решили сделать ОЦ и АЦ на всякий случай, и все, что я поспрашивал, вот, было дороже минимум на 800 злотых, а то даже или на 1000 минимум, чем вот на этом агрегаторе, который мне посоветовали. И еще крутость в чем? Что мне дали реферальную ссылку, типа, что если ты переходишь по рефералке, то тот человек, который мне ее дал, и я, мы оба получаем, ну и я, покупая в итоге продукт, получаем по 100 злотых кэшбэка. Я так отнесся к этому, знаете, скептически, потому что обычно эти рефералки такие: мы там что-то вам начислим, вы там должны это все использовать на наши продукты. Я там, ну окей, я прошел, там что-то заполнил и забыл. Фига, через 3 недели мне приходит смс-ка: мы вам на счет закинули кэш, ну там прям деньгами вернули 100 злотых. То есть получается, от суммы страховки она мне была 1800, в итоге стало 1700 на год. Сказку. Офигеть, ну, приятно, если интересна эта страховка, она называется Mubi, я могу вам сказать вот так устно, вы можете просто загуглить, это агрегатор, я так понимаю, они там вам подбирают и все, звонят, кстати, очень удобно, звонят сами там вот, ну, продают хорошо, классно общаются, вежливо. Хотите, срубим по 100 злотых каждый, в описании дам реферальную ссылку, переходите, страхуйте, и вам упадет потом после покупки по сотке, и мне упадет по сотке. Ну, а почему нет? Ну, если хотите, можете просто зайти, вбить Mubi, если не доверяете или еще что-то. Вот, короче, это хорошая страховка, хороший агрегатор, и мне понравился, я прям доволен. Ну, теперь просто про автомобили. Еще раз, не пожалел ли я, что пригнал из Литвы. Уже прошло 2 месяца, больше 3 месяца мы уже эксплуатируем активно, очень довольный. Я съездил, посмотрел все вопросы, там поменял масло сразу же. Простой семейный автомобиль, без всяких каких-то лишних понтов. Большой экран, парктроники везде, всякие круиз, спейсы, всякие вот эти управления, музычка. Ну, такой минимальный. Здесь даже есть массаж кресла водительского. И не только водительского, и пассажирского соседнего тоже. Автомат 7-местный, Tiguan, Volkswagen. Блин, рядом стоит вот такая машина. Я думаю, может, нам такой надо был автомобиль. Открывается дверь вот такая автобусная. Это Peugeot какой-то. Носки грязные, там внизу какие-то болото, рисунки. Я узнаю нашу машину, нашу историю точно так же, как мы ездили в этом на Бали, но у нас была не такая большая, просто что с детьми вот такой трэш постоянно. Ой, да. Может, такая была нужна, но не знаю. Это тоже сюда вот еще 2 кресла поставятся. Что-то там по мелочи сказали, нужно будет делать, но не сразу, но в целом посмотрели двигло, посмотрели ремни, посмотрели вот все внутри. Все после капитального техобслуживания и своевременной замены, как это принято делать у европейцев по регламентам. И, кстати, я не рассказал, у этого автохауса у него принцип. Вот такой, что этот человек, который держит этот автохаус, у него вот он так собирает машины, выбирает по хорошим ценам. Он собирает, у него обычно большие пробеги, больше, чем принято смотреть на машины. Вот, но всегда практически все вот эти пробеги, они идут после гарантийного осмотра. Повторюсь, я сам ездил, у меня была первая машина с этого автохауса. У моих родителей были 2 машины, у многих знакомых до сих пор я знаю, что этой стоянки ездит. И я сейчас вот поездил на нашей новой торпеде, очень доволен вообще выбором в целом класса автомобиля. Мы уже съездили на 2
кемпинга. Мы про кемпинги сняли видео. У нас вот есть, как мы ездили на машине на озерный кемпинг в Польше. Офигенная природа, озеро. И потом мы ездили на кемпинг в Гданьск. Это супер видос я снял, там супер душевный, про то, как мы приехали кемпинг в лесу, сосновый лес, палатка. И все это в 3 минутах от моря. Просто было так кайфово. Это и видео получилось мега душевное, мега классненькое. Советую посмотреть, если не смотрели. И заодно вот посмотрите, как это все выглядит, как машина выглядит, как мы на ней едем. В общем, я доволен тачкой. Мне все нравится. Быстро этот проходит процесс оформления. Вот. Ну и, кстати, к слову сказать, что все равно, если ты покупаешь здесь новую машину, в каких-то случаях ты все равно платишь налог, там что-то там 3% или 1%, но все равно что-то платишь, если он не от дилера. И, в общем, я не знаю, я не разбирался в этом, потому что я изначально знал, что буду покупать вот, в Литве я знал, что будет такая стоянка, я уже заранее чекал там машины, смотрел примерно цены, в голове держал, мне окей, комфортно. Конечно, этот геморройчик был маленький с этими переводами, вот эти оформления, у нас вот это оплатить через онлайн-такс, там что-то система легла, я там 3 дня не мог это сделать. Вот, ну, по факту это такое все уже в прошлом, то есть, повторюсь, все равно я где-то выиграл 2 500 евро минимум, мне стало это выгодно. То есть сейчас, если я буду продавать эту машину, то я продам ее, могу выставить плюс 3 500 евро, и она уйдет нормально. Думаю, что да. У меня нет таких планов. Этот автохаус я не буду вот здесь его официально афишировать. Если кому-то вдруг интересно, то просто по знакомству могу дать контакт. Я ставлю свою телегу в описании, пишите в личку, могу дать контакт. Реферальную ссылку на страховку оставлю, потому что все получат кэшбэк. Почему нет? И страховка классная, рабочая, действенная, все. То есть не какая-то шарлатанская контора. Вот. Потом еще оставлю ссылки на вот эти ресурсы, где вот эти таксы делать. Короче, вот такой вот у меня опыт, мы довольны, и все, надеюсь, было полезным. Подписывайтесь на канал, мы тут говорим о жизни в Польше и о том, как мы переехали и адаптируемся после жизни в тропиках 4 года. Сейчас будет много классного контента. Все, увидимся в новых видео, хватит болтать, пока-пока.